Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим, какие же есть игры на блокчейне. Часть 2. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Ну а мы начинаем. Итак, третья игра в нашем списке — это Atari Chain. И да, вы правильно услышали, это Atari как культовая игровая икона, которая была голиафом в игровой сфере с 1970-х годов. Atari адаптировалась и идет в ногу со временем. Игра широко вошла в блокчейн-игры. Atari уже проникла в две самые большие метавселенные в мире блокчейнов — Decentraland и Sandbox. Их амбиции нисколько не замедляются. Разработчики Atari имеют 50-летний опыт работы, зная, что нужно для создания успешных видеоигр. И теперь, когда они полностью погрузились в NFT, ожидайте, что эти ребята будут иметь прикосновение Мидаса к игровому миру блокчейна во всем, что они делают. Выпуск, вероятно, станет золотым для первых инвесторов и последователей. Инвесторы и геймеры могут получить представление о потенциале роста Atari, купив токен ATRI и следуя за будущими датами запуска проектов. Atari делает большой шаг в мире блокчейн-игр, представленный как в Sandbox, так и в Decentraland. Следующая игра — это Big Time. Это еще один игровой NFT-проект с блокчейном, который еще не выпущен. В Big Time работает звездная команда ветеранов игровой индустрии с опытом работы в таких компаниях, как Epic Games, Blizzard, EA, а также Riot, которые работали над некоторыми из крупнейших игр в отрасли, такими как Fortnite, God of War, Call of Duty и Overwatch. Так что эти ребята точно знают, как сделать убойную игру. У Big Time есть все ингредиенты, необходимые для создания эпической игры, которая может стать популярной, а точнее, которая станет популярной. Это многопользовательская ролевая игра, в которой игроки могут объединяться с друзьями для приключений во времени и пространстве. Да, это верно, эта игра включает в себя машину времени, которую игроки могут использовать, чтобы перемещаться по шкале времени, собирая ценные NFT из разных веков, исследуя древние тайны и футуристические цивилизации со своими друзьями. Игроки также смогут создать свой собственный маленький кусочек персонализированного рая во вселенной Big Time, поскольку они смогут персонализировать свое собственное пространство с помощью уникальных украшений NFT и предметов, найденных во всех приключениях. Хотя игра еще не запущена, проект собирается выпустить публичную продажу Space NFT, которую игроки могут использовать для доступа к новым комнатам, специализированным ремесленным станциям и многому другому. Space будет ограничен, что сделает его потенциально очень ценным, поскольку игроки смогут использовать его для расширения своих личных вселенных, а также будут внутриигровые токены, которые игроки могут собирать для покупки NFT, а также для перезарядки предметов и многого другого. Nova X. Вы когда-нибудь хотели владеть собственной планетой? Что ж, Nova X предоставляет именно такую возможность. Команда Nova X создала вселенную, состоящую из 8888 планет, созданных как NFT, которые уже были проданы во время первоначального запуска, ну а теперь доступны на вторичных торговых площадках NFT. Крошечные цифровые участки Земли уже продаются за астрономические суммы во многих метавселенных. Представьте, сколько может стоить целая планета. Простая экономика спроса и предложения вызывает увеличение спроса на дефицитные цифровые земли, что увеличивает их стоимость, поскольку многие инвесторы и спекулянты стремятся принять участие в растущем рынке цифровой недвижимости. Nova X стремится дать людям возможность извлечь выгоду из той концепции, продавая ограниченное количество целых планет. Nova X — это массовая многопользовательская онлайн-игра MMO, основанная на сети Avalanche. Планеты являются ключевым активом во вселенной Nova X, и игрокам необходимо владеть одной из них, чтобы играть в игру, а всего может быть создано только 8888 планет. Как только планета становится собственностью, игроки могут строить и повышать уровень зданий на своих заводах. Каждое здание имеет свою функцию, а в будущем будут добавлены новые здания и конструкции. Эта игра обладает огромным потенциалом для заработка, поскольку игроки могут не только извлечь выгоду из прироста капитала самой планеты,
планеты, но и строить солнечные электростанции, рудники по добыче металлов и кристаллические лаборатории на своих планетах, которые пассивно генерируют криптотокены с игровой и реальной стоимостью. Так что планета может буквально зарабатывать деньги, пока вы спите. Игра также поддерживает гильдии и player vs player сражения, поэтому игрокам не нужно болтаться в одиночестве на планете, как это сделал Танос после победы над Мстителями. Nova X — это развивающаяся экосистема, и команда будет постоянно обновлять новые функции и контент, чтобы игроки оставались вовлеченными, развлекаемыми и заинтересованными. Phantom Galaxies. Если вы поклонник трансформеров, то это для вас. Это космический симулятор с открытым миром, динамическим шутером и захватывающим сюжетом. В этой игре есть все. Битвы гигантских роботов в космосе, созданные и коллекционные NFT, исследования космоса и гильдии, так что вам не нужно играть в одиночку. Гильдии позволят управлять галактикой, а также создавать организации и корпорации для тех, кто ищет сторону капиталистического экономического геймплея с их порядком космических сражений и гигантских роботов. Cradles – Origins of Species. У нас были роботы, инопланетяне, исследования космоса, космические корабли, путешествия во времени. Что дальше? А как насчет динозавров? Можно снимать шляпу перед командой, которая придумала эту концепцию, поскольку так много игр основано на дуэлях, стрельбе, мародерстве и объединении ресурсов, что очень приятно видеть, как команда предлагает оригинальную концепцию, и эта метавселенная будет сногсшибательной. Origins of Species — это игра, действие которой начинается в доисторическое время, отсюда и динозавры, где игрок должен сначала ознакомиться с ландшафтом и игровым процессом, охотясь и защищая деревню. Это своего рода интерактивный учебник, и после его завершения игра серьезно эволюционирует. В то время как игрок начинает игру как древний человек, который пытается выжить в триасовый период, он в конечном итоге найдет или купит кристаллы с помощью The Republic Coin, которые он может использовать для изготовления реквизита или использовать Time Space Sand для путешествий во времени и пространстве, входя в различные миры и посещая прошлое или будущее. Одна действительно интересная концепция этой игры заключается в том, что это будет первая игра на блокчейне, в которой будет использоваться реалистичная энтропия, а это означает, что с течением времени здания разрушатся, ландшафты изменятся, а существа умрут. Игрокам нужно будет выполнять техническое обслуживание, чтобы предотвратить ухудшение мира. Engine Starter Launchpad. Если вы чувствуете себя ошеломленным огромным количеством выпусков игр на блокчейне и не знаете, какие из них выбрать, я вас подстрахую. Трудно понять, в какие проекты инвестировать, какие хорошие, а какие бесполезные. И естественно, что вы не можете исследовать их все, да и мы с вами едва коснулись здесь поверхности. Launchpad — это фантастический вариант для инвесторов, которые хотят приступить к проектам на раннем этапе. А Launchpad Ainstarter дает инвесторам ранний доступ к следующим крупным игровым проектам и проектам метавселенной. Ainstarter — это платформа для запуска блокчейн-игр, которая ориентируется на развитие чрезвычайно успешной и широко распространенной экосистемы Engine. Engine Starter, созданный на основе JumpNet от Engine, представляет собой место, где создатели и разработчики игр могут проводить кампании по привлечению капитала для своих проектов, общаться с инвесторами, которые хотят инвестировать в новые перспективные проекты. Эта платформа запуска дает инвесторам возможность получить доступ к новым приложениям токенов ICO, IDO и IGO из новых проектов, обеспечивая ранний доступ до того, как токены станут доступны для широкой публики. Часто наибольшую прибыль в криптоиндустрии получают именно те инвесторы, которые смогли рано войти в проекты и насладиться параболическим ростом цены токена. Вместо того, чтобы тратить изнурительные часы своего дня на исследование и просмотр статей и технических документов, пытаясь найти следующие крупные проекты, почему бы не позволить команде Engine Starter сделать это за вас, поскольку они уже изучают проекты и берут на борт только те, которые они чувствуют, что имеют потенциал и являются законными. Engine Starter все еще проходил одобрение на токен Genesis, но большая часть токена Engine Starter в настоящее время доступна на Uniswap. Ну а на этой ноте наше видео подошло к концу. Жди следующего выпуска и не забывай ставить лайки, подписываться, а также ставить колокольчики. Ну и пиши в комментариях, о чем бы ты хотел в следующие выпуски, чтобы мы таким образом делали контент вместе. Также напоминаю за регистрацию на бирже Bybit по нашей реферальной ссылке и за телеграм-канал. Все в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.